Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим один очень интересный вопрос. А надо ли удалять матку при стерилизации сук? Сразу же в начале видео хочу сказать, что в данном видео нет дискуссии о том, что надо ли вообще стерилизовать собак. Мое отношение к этому вопросу есть в одном из моих предыдущих видео. Кому интересно, посмотрите. Во многих странах этот вопрос вообще не подлежит дискуссии, так как это считается плановой операцией. То есть, если животные не участвуют в племенном разведении, то они должны быть в обязательном порядке стерилизованы или кастрированы. Сильно продвинутых зрителей прошу не писать мне в комментариях выписки из Википедии, что такое стерилизация, а что такое кастрация. Многие пытаются это делать, не надо. Термины стерилизация и кастрация в современной ветеринарной медицине считаются взаимозаменяемыми. Мне лично больше нравится термин стерилизация. Это такое. Видно, пришло время снять на эту тему отдельное видео. Почему и как. Когда-то я обязательно сниму. В данном видео речь пойдет о самой технике стерилизации. В одних странах делают овариогистерэктомию, то есть удаляют и яичники, и матку. А в других странах только овариэктомию, то есть удаляют только яичники. Во всех американских учебниках по хирургии описана только овариогистерэктомия. Только в одном из 6 американских учебников описана техника овариэктомии. Овариэктомия в их ветеринарных колледжах практически не изучается. Изучается, факультативно. То есть эта техника операции не есть обязательной при сдаче госэкзаменов. Такая же ситуация и в Канаде. Что касается Европы, то в этих странах наоборот, удаляют только яичники. Эта техника операции у них является стандартом стерилизации. По технике выполнения, что овариогистерэктомия, что овариэктомия очень похожи. Да и по времени проведения они тоже очень близки. Сторонники удаления и матки, и яичников мотивируют это тем, что удаление матки наряду с удалением яичников предотвращает возникновение воспаления матки в будущем. В принципе, это есть практически единственное обоснование для удаления матки при стерилизации собак. Фактически всего один плюс, других плюсов как бы и нет. Что еще у собак, у которых матка не удалена, тоже может быть рак матки. Но что одна, что другая операция по технике выполнения очень похожи. Но тем не менее одновременное удаление яичников и матки все равно несколько сложнее. Во-первых, разрез по-любому в этом случае будет несколько больше. А во-вторых, вероятность возникновения послеоперационных осложнений при овариэктомии будет выше, чем при удалении только яичников. Этот риск колеблется от 6% до 20%. В этом вопросе очень много еще зависит от квалификации ветеринарного врача. Это не мои данные, это подтвержденные научные данные из американской литературы. При овариогистерэктомии более часто встречаются всевозможные кровотечения. Это могут быть и кровотечения ножки яичника, и маточные кровотечения. Не буду останавливаться на их разновидностях. Их достаточно много. Более часто кровотечения регистрируются у собак крупных пород. Нельзя сказать, что эти кровотечения являются очень серьезными. Они редко могут угрожать жизни животного. Обычно ветврачи в таких случаях справляются с этой проблемой. При овариэктомии случаи внутрибрюшинных кровотечений не регистрируются. При одновременном удалении матки и яичников могут встречаться вагинальные кровотечения. И этот процент может доходить до 15%. Понятно, что при удалении только яичников такая ситуация исключена. При овариогистерэктомии может наблюдаться непреднамеренная перевязка мочеточников. В принципе, это случается крайне редко, но такой риск все равно есть. Такие случаи бывают. А это уже очень серьезно и чревато. Повреждение мочеточника может вызвать пожизненные проблемы со здоровьем или даже смерть животного. Как видим, осложнений после овариогистерэктомии намного больше, чем при удалении только яичников. Одним из доводов одновременного удаления и яичников, и матки было то, что долгое время считали, что раз мы удаляем матку, то этим мы снижаем риск рака матки. Поэтому действовали по принципу «нет матки, нет и рака». В 2006 году в журнале «Ветеринарная хирургия» была опубликована статья доктора Бартфорн-Гозема из Утрехтского университета, в котором сделан вывод, что после овариэктомии не увеличивается количество воспалений матки в сравнении с теми собаками, у которых была проведена овариогистерэктомия. Получается такая ситуация, что на развитие воспаления в матке влияют гормоны, которые есть в яичниках. А не то, что воспаление в матке возникает из-за того, что матка не была удалена при стерилизации.
При удалении яичников гормоны не выделяются, и матка как бы сморщивается, уменьшается в размерах, и воспаление в ней не развивается. Это если попытаться объяснить механизм развития воспаления в матке максимально упрощенно. Если кто-то же хочет понять этот механизм более глубоко, то тогда изучайте, как развивается кистозная гиперплазия эндометрия и как это приводит к развитию того же эндометрита. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что при отсутствии яичников воспаление в матке очень редко развивается. Имея эти данные, многие ветврачи, которые живут в Соединенных Штатах, своим животным делают именно авариэктомию. Хотя в Штатах инструкция предписывает делать только авариогистерэктомию. Также в этом отношении очень интересны данные американского хирурга из ветеринарной клиники Иллинойского университета доктора Хайди Филлипс, который специализируется на урогенитальной хирургии. У нее накоплен колоссальный опыт по стерилизации собак. Так вот, она на основании своих многолетних наблюдений считает, что авариэктомия более предпочтительна в сравнении с авариогистерэктомией. Исходя из этого, вывод напрашивается сам собой, что при стерилизации собак лучше всего делать авариэктомию, то есть удалять только яичники, а не яичники и матку. Матку рекомендуется удалять только в том случае, если в анамнезе были нарушения цикла, какие-то воспалительные заболевания или изменения в матке. Есть еще и другие плюсы в пользу авариэктомии. Это возможность стерилизации при помощи лапароскопии. Если диаметр матки превышает 1,5-2 см, то тогда лапароскопическую операцию сделать невозможно. При лапароскопической стерилизации разрез делается небольшой, примерно 1 см. Ткани при этом минимально повреждаются, и при помощи специального оборудования максимально быстро купируется возникающее кровотечение, если такие возникают, конечно. Понятно, что при лапароскопической стерилизации и восстановление пациентов проходит максимально быстро. Это буквально всего несколько дней. При том, что нет никакой потребности в специальном послеоперационном уходе. Да даже если у вас нет возможности сделать лапароскопическую стерилизацию, то в любом случае при авариэктомии восстановление животного проходит намного быстрее, чем при авариогистерэктомии. Исходя из вышеизложенного, можно сделать общий вывод, что авариэктомия более предпочтительна, чем авариогистерэктомия. То есть при стерилизации сук удаляем только яичники. Матка же удаляется только по ветеринарным показаниям, которые я перечислил выше. А пока на этом все. Здоровья вам и вашим любимцам. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!